Пришла очередь легендарного сражения. Сильнейшие чемпионы сразятся за звание главного чемпиона Фронтирса и, наконец, проложат путь к новым турнирам в других частях. Привет, сам не верю, что это говорю, но сегодня мы закончим Фронтирс. Садитесь поудобнее, сделайте покушать, приятного аппетита просмотра, ну а я представляю сегодняшних участников. Некромеха против Акулья Яма. Величайшее сражение чемпионов открывает никто иной, как Некромеха команды Димона. Поприветствуем же его с уважением и почтением, как старичка этого канала. И сразу же начну с того, что же вкачали нашим трембашенкам. Как видите, мальчиков оставили в покое. Ну как в покое, они будут отгребать весь выпуск, так как хилые. Но в общем, их можно было улучшить, но автор не стал и вложился в своих верных товарищей Батлмеху и Некроманта. Все их способности максимального уровня. А по баллам уже на первом раунде пошли потери. Перейдем к сопернику Некромехи Акулья Яме, чьим автором является Мета. И тут сразу же видны изменения. В финале, насколько я помню, после максимальной прокачки бура у автора оставалось еще пару баллов, которые переходили в баллы на башни уже в следующий круг. И раз эта сборка оказалась в сегодняшнем выпуске и одержала победу во втором чемпионате, то и свои запасы она может расчехлить. Вместо башни мага третьего уровня у нас теперь архимаг. И, к слову, Альрику до максимума. Докачали шипы и еще на один уровень подняли хп. А еще 3 балла. Хотел бы я сказать, что здесь будут одни из безумнейших раундов, но во втором мы пока видим немного трешака. Осиная королева, из которой вылазит Кацель, из которого королева джунглей, из которой... Ну там так-то продолжение должно было быть. Но команды слишком быстро расправляются с моей задумкой матрешки. Кстати, из паучьих коконов должны были вылезать бессмертные, которые после смерти оставляют мумий. 3 балла обоим чемпионам. Перенесемся обратно в пустыньку на более ровную поверхность, где спокойно могут располагаться 3 башни. Специально для этого выпуска подбирал подобные места для честности. Итак, летающий раунд, где мы встречаем новых для чемпионата врагов. Быстрых летучих мышей, а также давно не появлявшихся уже со времен первого турнира летучих всадников. Далее мы наблюдаем очередной обстрел казармы, а также запускание ракет от Мехи. Напомню, что всадники это двойной враг, после смерти которого паукай становится свободной птицей и пытается прорваться сквозь оборону всеми возможными способами. Так он и делает, забирая 2-й балл. Вторая команда уже не может похвастаться тем, что артиллерия как-то может повлиять на исход битвы. Зато новоиспеченный архимаг не даст заскучать. Рано я это сказал, тут тоже минус 1 очко. Зато по сравнению с некромантом архимаг имеет более сокрушительный урон и не пропустит птиц. Тут пришлось отодвинуть героя, так как это закидывание копья в постоянно хилящегося героя было бы очень долго. Далее по списку раунд атакующих издалека врагов. И всех собрал, конечно, ведь те в свою очередь будут фигурировать в других раундах. А так, здесь наши старые знакомые, а также буревестник. Я часто говорил, что не собираюсь его добавлять в чемпионат, так как его механика немного бы мешала просмотру, заполняя тучами весь экран. Здесь же он просто как морепродукт с палкой, стреляющей молнией. Дополнительно убрал магическую неуязвимость, заменив на хорошую магическую защиту. Балла. Ох, как здесь разгуляется наша вторая команда. Хороший поджигающий АОЕ и ваншотик. То, что надо против мелких, а также следом идущей тройки жирненьких врагов. К следующему удару силы горнила весь мусор был убран с поля боя, а также хорошо поддамажились штурмовики. Одного даже ваншотнуло. Второго тоже добили и остался один враг. На мое удивление, он даже плохо дамажил Альрика, имея в арсенале магический урон, пробивающий броню героя. Слишком мало урона у нашего морского друга оказалось, либо у Альрика слишком дохера хп из-за вкачанного пассивного скилла. Хотели безумных раундов? А как вам все враги пустыни? Хотя не совсем все.
Сюда не попали пожиратели, которых я забыл добавить и вспомнил лишь под конец написания сценария. Также Лич, которого я думал использовать позже, но по итогу вообще выпилил из будущего раунда. И еще и осы, так как летающих раундов уже предостаточно. Хотя тут и без них спама хватает. Рай для обоих артиллерий. Благодаря спаму Некромант заспавнил немалое количество юнитов, сдерживающих подошедших скорпионов. Но вот что будет делать команда с палачом? Вы, наверное, в курсе, что всех юнитов, исключая героев, этот парень с топором может казнить, то бишь ваншотнуть. Но тут на помощь приходит недолюбливающим одним человеком масло. Три очка. Полностью заряженная сборка готова к пустынной битве. Тут я уже было думал, что все, но боевые псы вежливо подождали, когда к ним придут пустынные приятели Альрика. Задержав всех, Акулияма дальше продолжила отбиваться от вражеских сил. Хотел бы закончить красиво, но Архимаг с героем сделали свою работу раньше. Пустыню сменяют джунгли. Пришло время узреть усиленный, возможно даже до безобразия раунд. Это при том, что он слегка ослаблен от начальной концепции. Он чем-то похож на раунд из финала второго чемпионата, но добавлена горилла с 2 тарантулами, при этом со свойством также принимать щиты от шамана, так же как и обычные дикари. Чувствую, здесь будет мясо. Что-то меня чутка подвело масло. А вот добили бы чутка быстрее этого людоеда, прошла бы горилла дальше и, возможно, бур бы сработал как надо. Но, увы, боремся с тем, что есть. После второго призыва пустынников команда принялась тачить основную массу врагов, дав вырваться шаману земли Тарантулу. Хорошо, что последний успел догореть от артиллерии. Прорвавшегося же дикаря удастся задавить магическим уроном. Но вот кого не удастся задавить уроном этого типа, это шаман духов. Как раз таки он забирает первый балл. Ото всех постепенно удается избавиться, но вот кто еще успевает избавиться от своего соперника, так это горилла. И ваншота не задержки. Второй балл также был потерян. После заросших теплых лесов у нас следуют холодные мрачные пещеры. И кто бы мог подумать, конечно же, с ящерами. И так как эта фракция не так сильно развита в игре, а часть из них я уже использовал или буду использовать в других раундах, то этот больше похож на сквозной раунд, но с маленьким нюансом в виде огромного зеленого качка с хлыстами. Также команда красиво сохранила свои баллы. Скелеты и Некромант, вам респект. А теперь вопрос, отдадим ли мы респект маслу? Последний враг здесь практически тоже ваншотит юнитов, как и палач в пустынном раунде. Давайте наблюдать. Как же обидно было упустить заветный балл. Хотя, отдадим должное этой способности, шансы были велики. Первого телепорта убивает Архимаг, а на подбежавшую толпу есть только один ответ – сила горнила. Последняя башня решила повторить красивый момент с Некромантом из прошлого сражения и тоже не дает команде терять баллы. Невидимка также пал. Ну а тут уже по классике. 3 балла. Наш любимый чемпион сдает обороты. Давайте выбираться из пещер и пойдем подышим свежим морским воздухом. Морепродуктовый раунд машет нам в экраны. Тут и морские дьяволы с копьями, и ловчие с сетями, уже полюбившийся нами отшельник, недавно присоединившийся буревестник, так и... Да, он вернулся, гроза всех бомбард, которого даже не берет ваншот. Да что уж там говорить, бомба за кристаллы. Кроваво-краб. Также Некромех имеет небольшое преимущество в виде второй башни, игнорируя стан от отшельника. Вот правда, большое ли это преимущество, если главная угроза этого раунда игнорирует артиллерии.
0 баллов. И снова у нашего хищника разгулялся аппетит. Быстро избавившись от первой волны рыбешек, идут следующие 3 титана этого раунда. На второй волне Бур в окно своего неоглушения успевает выпустить Бур в буревестника. Герой принимается танчить краба. Надо максимально выиграть время для следующего ваншота, а также архимага для нанесения урона по жировичу. План срабатывает, но только наполовину. Отшельник просто не дал башне времени продамажить краба, и он прошел за линию. 2 балла. Раунд нежити был разделен на 2. Зомбу и все остальные. Просто уж слишком сильны местные враги. Сейчас же против нас выступят опять же зомби, их быстрые собратья-упыри, но и главные переваливающие с бока на бок 3 отродья. Один балл. Два балла. Вот о какой сложности я говорил: оборотни, вампирши и призраки, и все в одной солянке. И урона со сдерживающими силами здесь понадобится немало. Хорошо, что всадник смерти не восприимчив к ауре, что дает возможность потанчить оборотней, но как жаль, что всадник всего один. Некромеха теряет 1 балл. Следом идет и дальнейший прорыв. Видимо, толстый упругий слой волос, постепенно перерастающий в волчью шерсть, мешает Буру осуществить свое грязное дело. До чего ж живучие эти твари. А там еще и второй бежит прямиком за линию, аналогично как и с прошлой командой, забирая балл. Алик призывает подмогу и идет к вампирше, но те своей компашкой отгребают от ауры призрачного воина. Бур еще пытался что-то сделать, но количество врагов взяло вверх. А вот и десерт. Изначально на месте ящера-чародей должен был идти песчаный лич, призывающий дикарей воинов. Но это уже прошлый век, учитывая, какое он частое лицо в моих турнирах. А вот ящер-чародей, имея в своей ротации еще и знахаря с охотниками, покажет настоящую грязь. А еще не забываем про 2 чернокнижников, которые по задумке все это дело возрождают. И ведь эти чудики реально сделали грязь. Неужели это поражение? Первым делом команда выводит из игры одного некроманта, а второго поджигая и спуская тройной магический заряд архимага. И так как враг стоял ближе всех, то он вторым и был убит до того, как призванные людоеды примутся за работу. От основной проблемы сборка избавилась, остается красиво закончить. Финальный из всех финальных счетов турнира Фронтирса. На целых 10 очков обогнала Акулияма предыдущего чемпиона. И вы только вдумайтесь, больше года назад, перед стартом второго турнира в телеге, кстати, подписывайтесь, люди думали, что это аутсайдер, а по итогу на какую вершину мета забрался. Я считаю, наш чемпион заслуживает звания главного. Остается Альтрика в КРБ добавить, и вот вам новая мета
Отметы. Хотя я сейчас обычно играю Теслами. Немного отвлекся. Перед концом озвучу тех, кто поддержал выход этого ролика, и тех, кто посмотрел его раньше всех. Выражаю благодарность бустерам. Уровень подписки Казуал, Хомик, Никита и Никита Кукольский. Извини, если неправильно произнес. Уровень подписки Хардкорщик, Денчик, Кинг Думраш, Властелин Ордена Теневой Магии и Вандок. За недавнее приобретение поста спасибо Никите Кукольскому и Мете. Также не забывай заглядывать и до другие интересные разборы, видосы и летсплеи. Телега, Бусти, Твич и прочее в описании. Заходи сюда почаще, мы ждем вас, и до скорых встреч.